Этот выпуск я начну с одной очень знаменитой историей, в которой умер 13-летний ребенок. Это Дэвид Веддер. С виду обычный пацан. Но за ним наблюдал весь мир. С самого рождения Дэвид жил в пузыре. Его мать могла его брать на руки только в перчатках и стоя за безопасным ограждением. Все, что он ел, носил или просто трогал, стерилизовали в кислоте. И только потом засовывали к нему в пузырь. Он не играл в футбол, бейсбол, он был прикован вот к этому пузырю. Это была его отдельная стерильная квартира внутри квартиры родителей. Дэвид был очень дорогим проектом для государства. Когда он вырос, НАСА сшила ему скафандр. А это он, спустя годы, наконец может выйти во двор и наступить на траву. Ведь коляска поддерживает давление и чистый воздух в его скафандр. Все как в настоящем космосе. Кто же из детей не мечтал быть космонавтом? Да. Только Дэвид был космонавтом на собственной планете. И без скафандра не мог прожить и дня. Любой микроб мог его убить. Дэвид был обычным мальчиком. Кроме одного. Он родился без иммунитета. В прошлых выпусках мы рассказали вам про войны внутри нас, где антибиотики создают супербактерии, а вирусы, такие как корона, заставляют наш организм совершать самоубийство. В этом выпуске вы увидите третьего игрока в этой бесконечной войне. Иммунную машину внутри нас. Этот выпуск – мастодонт по плотности информации. Его можно показывать не только в школе, но и в университете. Это очень большая работа нашей команды. И я всей душой ненавижу, когда начинают видео так, как я его сейчас начну, но я другого просто слова не подобрал. Пристегнитесь. Сейчас вы узнаете, можно ли простудиться в Антарктиде, какой орган становится бесполезным после 25, как случайным перебором получить защиту даже от инопланетной заразы, зачем одни люди устраивают ветряночные вечеринки, а другие добровольно запускают в себя червей, почему из-за сильного иммунитета срастаются кости, а мозг покрывается бляшками, и как нам приобрести групповой иммунитет. Приготовьтесь к настоящему биомолекулярному порно. Кто здесь? Слон? Оставайтесь дома. Что? Ну что теперь вы скажете, сеньор? Личо? Я не Личо. Я Гортензио.
Shadow Legends. Перемотаешь это видео, и он ворвется к тебе. Вместе со здоровым ледяным големом и с лавовым рыцарем, у которого щит размером с хрущевку. И с драконом, который тебя ваншотит. Темные эльфы еще потемнее, а орки подняли либидо, тестостерон и лезут в драку. А новый герой палач рубит их всех с плеча, снижая сонливость. Даже кофе не надо. Здесь важна одна прокачка. Прокачка твоего перса. Максимальный 60-й уровень. Это тебе не картошечку пожарить. Мочи международных врагов в майских турнирах на арене. Получай награды и унижай боссов в темных подземельях. Рейд — это львица, а ты лев. Возьми ее и будь самцом. Скачай рейд по ссылке и получай 100 тысяч серебра. И еще от кланового босса 2 ключа, 10 загадочных осколков, а также того самого палача. Садист, каратель! Все? Теперь я продолжу выпуск, понял? Качай по ссылке в описании. Это Йоп, это Ян. В сумме Йоп и Ян. Кто-нибудь знает, где находится иммунитет? Вообще в силах ответить, нет? Это что? Это орган какой-то? Или место в теле? Вы, наверное, думаете, что это кровь? Нет. Спросите у любого врача, где находится иммунитет, и он не даст вам конкретного ответа. Нам неизвестно, где заканчивается иммунитет, но известно, где начинается. Это самый большой орган в вашем теле. Кожа. У вас примерно 10 килограмм кожи. В среднем это 2 квадратных метра, как ковер на полу. Кожа защищает нас от инфекций. Это первый слой иммунитета. Барьеры. Зачем биться с врагами в городе, да, когда их можно просто не пустить за стену? Кожа устроена очень хитро. Верхний слой кожи — это стена из мертвых клеток. Но некоторые микробы ухитряются пробраться внутрь. Внутри их ждет еще одна стена — глубокий слой кожи. И вот там клетки настолько плотно прилегают, что между ними не протиснуться. Но изобретательность нашей кожи здесь не заканчивается. Клетки регенерируют изнутри наружу, буквально выталкивая заразу туда, откуда она пришла. Но в коже есть проблема. Она не идеальна. И я не про прыщи из-за отсутствия секса и не про тоналку, которая их плохо скрывает, да? Я про другое. Мы не можем быть покрыты кожей на 100%. Ведь нам нужно что? Правильно, дырки. Дырки, чтобы есть, дышать, испражняться, слышать, снимать стресс девочкам из Тиндера и даже видеть. Мы трогаем лицо 23 раза в час. Этого достаточно, чтобы к концу дня вокруг собрались вредители, и рано или поздно произойдет проникновение на подушке ночью. К счастью, глаза, легкие и желудок не ворота прямиком в кровь. Их застилают слизистая оболочка, площадь которых в 200 раз больше площади кожи. Это целая баскетбольная площадка слизи. Микробы вязнут в ней и не могут двигаться дальше. Вдобавок к этому в легких и кишечнике есть реснички, которые вымывают эту дрянь со своей поверхности, не давая закрепиться и начать размножаться. Отхаркивание и сопли, кстати, это самый яркий пример слизи. Ну а желудок — это вообще бочка с соляной кислотой, которая разъедает большинство бактерий. Большинство. Но не всех. Helicobacter pylori чувствует себя здесь замечательно. Если микробы прорываются через внешние барьеры, они начинают бешено плодиться. Их число удваивается каждые несколько минут. Что это значит? Враг пробрался за стену. Вот что. Что будет делать иммунитет? Вызывать бойцов. И здесь мы подходим к следующему уровню защиты. Врожденный иммунитет. Он так называется, потому что он нам дан с рождения. Как, впрочем, и всем животным. Кошкам, квоке, фенику, бородатому тамарину и даже у мух есть иммунитет. Самые крупные бойцы врожденного иммунитета — макрофаги. От слова макро, то есть большой. И они реально огромные. Вот вирус, он самый маленький. Вот бактерия, она как старшеклассница. А вот макрофаг. Он такой большой, что на первый взгляд даже непонятно нахера. Они выглядят как амебы, но работают как пакман-убийцы. Принцип реально как в игре Пакман. Сожрать. Макрофаги накрывают врага своей цитоплазмой и переваривают его. Один макрофаг переварит до 100 бактерий. Смотрите, как это выглядит в реальности. Обалдеть, микромир, да? Но макрофаги не так просты, как кажутся.
Вот вы упали на скейте, сейчас будет много бактерий в ранке. Что происходит дальше? Это удивительно. Макрофаги ждут приказа в тканях. Такие чили, ты хоп, приказ поступает, они чик-чик-чик-чик и до сосудов. Прыг-прыг в сосуды, как в метро, и до конечной. Вот станция места преступления, они выбираются, чик-чик-чик-чик-чик и подъедают всю заразу в ранке. Второе, что меня удивляет, они расширяют сосуды, чтобы расширить дороги для своих же парней, для подкрепления. Мы видим это как покрасневшую и опухшую кожу. Вот на эту покрасневшую вечеринку собираются еще одни бойцы, которые оставляют последнюю записку и идут на смерть. Ознакомьтесь, камикадзе-нейтрофилы. Их цель — умереть, забрав с собой на тот свет как можно больше микробов. Умирая, они выпрыскивают яд, смертельный для бактерий и вирусов, и одновременно разбрасывают сети из своей ДНК, в которой микробы запутываются и умирают, а макрофаги все это дело подъедают, как крошки от печенья. Большие клетки-бойцы справляются со всем, что плавает. Но если вирус пробирается внутрь клетки, он превращает ее в зомби, и как в фильмах про зомби, ее уже не спасти. Это ходячий мертвец, его нужно срочно уничтожить. И вот здесь на помощь приходит особый отдел бойцов. Клетки с мощным названием «естественные киллеры». Заказ они выполняют в 2 приема, а точнее в 2 белка. Первым они проделывают дырку в мембране клетки, а второй белок запускают внутрь, чтобы клетка совершила апоптоз, или самоубийство. Плохая клетка такая пух, и все. Поцелуй смерти. Изобретательность этого способа можно описать так. Каждая клетка знает, как себя убить, но не может. Ей нужен кто-то, кто передаст коды от ядерного чемоданчика. Этим и занимаются естественные киллеры. Приходят и приказывают зомби умирать. Та умирает. Удивительно. Врожденный иммунитет – очень быстрая защита, но и очень примитивная. Клетка не понимает, с чем конкретно столкнулась. Она лишь знает, что это что-то плохое и пытается от этого избавиться. А что если я вам скажу, что у нас есть, у вас и у меня орган, который не работает? Да, он находится вот здесь, прямо внутри груди, и называется тимус. Такой маленький, похож на легкие кошки, которые зачем-то засунули рядом с человеческими. Если после 25 лет вам будут делать операцию на открытом сердце, этот орган выкинут и никогда не вернут на место. Но на самом деле это важнейшая железа. До 25 лет она обучает сильнейшие клетки иммунитета не бить по своим. Да, с ними не драться, различать, кто друг, а кто враг. Учитель обучает до 25 лет, а потом уходит на пенсию. А клетки, защитив диплом, уходят работать в лимфоузлы. Вот сюда, сюда, сюда. Тимус на самом деле часть лимфатической системы, о которой мало кто знает. А масштабы у этой системы огромные. Она пронизывает все ваше тело, но в отличие от кровеносной, у нее нет насоса в виде сердца. Она течет от движения диафрагмы, когда вы дышите. И она не красная, как кровь. Это что-то вроде прозрачного бульона. Та самая сукровица, которая вытекает из ранки, когда уже перестала идти кровь, белая, да? Помните? Вы замечали, что у вас, когда вы болеете, воспаляются вот эти вот места, лимфоузлы? Значит, в них клетки иммунитета натравливают на микробов, как злых собак. Они уже могут различать свой-чужой, но чтобы стать идеальными убийцами, им нужно показывать на врага. Так работает самый мощный уровень защиты – адаптивный иммунитет. То есть тот иммунитет, который адаптируется, подстраивается под конкретного врага. Вот собака Т и собака Б. Т-клетки и Б-клетки. Т-клетки как раз от слова тимус. Эти клетки до 25 лет и обучал тимус, тот самый орган, который потом уходит на пенсию. Собаки Т-киллеры работают как естественные киллеры, только гораздо мощнее и точнее. Но это анимация. А вот как в реальной жизни они впиваются в раковую клетку и впрыскивают в нее свои смертельные молекулы. Пока собаки Т-киллеры убивают врага, собаки Б-киллеры сидят в осаде и изготавливают еще одно особое оружие – антитела. Антитела? Звучит как антиматерия из антимира. Антитела – это то самое супероружие, которое нам так не хватает сейчас, в период пандемии. Выглядят они вот так. Крохотные белки в виде буквы Y. В чем их секрет? Антитела облепляют врага, мешая ему двигаться, но самое главное, они метят их своей черной меткой. После этого вся свора иммунных клеток мгновенно узнает врага, буквально нащупывая антитела, и немедленно бросается в атаку. Именно благодаря антителам, которые постоянно кричат «Мы здесь! Стреляй по нам!»,
Киллеры убивают вирусы до того, как они спрячутся в клетках. Как в стелс-экшенах, когда появляется значок «Вас заметили», и вы понимаете, что сейчас станет жарко. Понятно, да? Киллеры слепые. Они нападают тогда, когда им кричат «сюда!». А вот вирусам очень не нравится такой расклад. Они очень не любят, когда их дианонят. Поэтому они постоянно меняют свои рецепторы, как кусочки своих пазлов, чтобы пройти незамеченными. Представьте, вы собираете пазл, детали которого постоянно меняются. Вам остается одно – перебирать детали в коробке, чтобы вовремя найти ту, которая к ней подойдет. Но как организм знает, какой именно пазл подобрать? И вот здесь самое крутое. Никак. Просто don't worry, be happy, блядь. Он как хакер-новичок тупо перебирает буквы, пока пароль не подойдет. Иммунитет сам перетасовывает антитела, чтобы они идеально подходили к конкретной заразе. Но самое крышесносное здесь то, что благодаря такой системе пазлов и деталей наш иммунитет может бороться, на секундочку, с любой заразой во Вселенной. В результате перебора создаются миллиарды комбинаций антител, которые подойдут ко всему на свете. Даже на самый вообще просто какой-то чудо-вирус с Альфа-Центавры у нас найдется свое антитело. Вот это взрывает мозги. Ладно, итак, закрепим. Если патоген пробивает барьеры, его пытаются остановить быстрый авангард. Если у него не выходит, подтягиваются основные войска. Ну а в конце уже включается медленный, но безумно мощный спецназ. Иммунитет — это настоящая армия с разными типами войск и разным оружием, от пистолетов до ядерных бомб. Я чувствую ваш вопрос. Но как же мы тогда можем победить инопланетный вирус, когда мы блядский коронавирус победить не можем? Почему? Можем. Мы побеждаем. Люди выздоравливают за счет иммунитета, который находит больному нужный пазл. К сожалению, нашему организму производить антитела очень долго и сложно. Поэтому вирусы могут забраться в клетки, пока тот производит антитела. И вот когда это происходит, клетки становятся зомби, которых уже не вылечить. Т-киллерам ничего не остается делать, как их убивать. И вот они убивают их тысячами, миллионами тысяч. Миллионами тысяч. Ну, в общем, ну пусть так. И легкие превращаются просто в труху. Вот. Т-киллеры думают, что спасают, на самом деле убивают человека. Какой, блядь, отстой. Вот хорошая статья, называется «Пациент с тобой разговаривает, а легких его уже нет». Я оставлю ссылку в описании. Прямо сейчас внутри нескольких миллионов тел идет настоящая война. Главное, чтобы наши бойцы не превратили поле битвы, то есть наши тела, в выжженную пустыню или в труху. Окей, с этим разобрались. Как мы помним, мне уже 33 года. А значит, мой тимус уже сделал свое дело, да? Он научил клетки различать, клетки моего иммунитета различать, кто свой, а кто чужой. Спасибо ему. Сейчас это просто жировая ткань, как жир на жопе, только жир в груди. Все. Теперь ТБ-клетки внутри меня ждут своего приказа в лимфоузлах. Они ветераны и помнят прошлые иммунные бои. В детстве, в подростковом возрасте или там в этом году. Они ждут приказа и будут за счет своей памяти защищать меня всю оставшуюся жизнь. Именно благодаря им вы редко болеете корью, скарлатиной и оспой. Т-клетки и Б-клетки уничтожат их раньше, чем вы успеете заметить. Некоторые родители специально устраивают по этому поводу ветряночные вечеринки. Детей специально заставляют тусоваться с больным ребенком, чтобы те переболели пораньше и приобрели иммунитет. Так что танцуют все. Но, мамочки, будьте осторожны. У нескольких процентов детей это приводит к энцефалиту. Это когда воспаляются мозговые оболочки, а мозг превращается в черную кашу. И твою мать. Даже думать об этом неприятно. Вот и не будем. Но я с вами полностью согласен. Сейчас ребенку действительно тяжело натаскать иммунитет. На него не чихнет лошадь, глаз не оближет уличная собака, он не упадет в лужу или в навоз. В 19 веке аллергия считалась болезнью аристократов, ведь они, в отличие от крестьян, не копались в земле, не обнимались с животными, не могли правильно настроить свой иммунитет. Сегодня же аллергией страдает 500 миллиона человек. Этих людей может убить обычная пыльца деревьев, которая попала им в нос, или даже убить не сами орехи, а следы от орехов в еде. Но почему? Как это происходит? Иммунитет принимает пыльцу за врага и дает ответ. Неадекватный ответ. Это как муху пытаться прихлопнуть кувалдой, и при этом разнося все вокруг вообще в доме. По телевизору нам говорят: пейте йогурт, укрепляйте иммунитет, но никто не говорит о том, что сильный иммунитет может начать целиться в нас самих. Вот вы
видите здесь вирус? Нет. И я не вижу. Потому что его там нет. Но иммунитет считает по-другому. Понял. Рассеянный склероз — это что такое? Это никогда дед там забыл где-то очки. Нет. Это когда иммунитет принимает клетки мозга за врага и разрушает их изоляцию. Нейроны превращаются в оголенные провода. Мозг заполняется бляшками из соединительной ткани. Портится зрение, немеют конечности и наступает паралич. Раньше эта женщина была пианисткой, теперь она едва может поднять бутылку с водой. Чем сложнее механизм, тем изощренней он ломается. При ревматоидном артрите иммунитет фигачит по суставам. Антитела помечают оболочки суставов как что-то чужеродное и натравливают на них киллеров. Кровь приливает, место воспаляется, киллеры взрывают клетки, ломается сустав, кости оголяются и срастаются между собой. Обратного пути нет. Еще есть диабет, миастения и болезни, именами ученых, которых я никогда не запомню. Их объединяет одно – иммунные клетки, как гопники, у которых настолько чешутся руки, что они нападают на своих. Как с этим справиться? Один из вариантов – их отвлечь, то есть дать подходящую мишень. При болезни Крона, которая поражает кишечник, пациентам подсаживают туда живого червя-власоглава. Так иммунитет тратит ресурсы на глиста и оставляет здоровые клетки в покое. Знаете что? С меня хватит. Хватит всяких червей в жопе, хватит всяких микробов. Я хочу отправиться туда, где нет этой заразы. И на Земле у меня есть только 3 варианта. Первый – это за стену к главврачу в больнице Реутова. Да, там, говорят, никаких вирусов нет, не водится. И Южный и Северный полюс. Да, там можно ходить без шапки. Есть мороженое при минус 50 и никаких тебе вирусов. Да, вирусы там не живут. Единственное, что вам нужно опасаться, это обморожение и гипотермия. Даже коронавирус. Он добрался до Исландии, Гавайев и даже до острова Пасхи, но его по-прежнему нет в Антарктиде и нет над льдами в Арктике. Вот где нужно было самоизолироваться. Запомните, холод сам по себе не делает патогены заразнее. Просто он ослабляет то, что им противостоит. Наш иммунитет. Как? Сейчас я вам расскажу. Сосуды и капилляры сужаются, и иммунным клеткам сложнее добраться до воспаления. Слизь становится вязкой, и реснички хуже удаляют вирусы. Температура тела падает. При 33 градусах Т и Б клетки хуже созревают, а макрофаги становятся медленными и уже не могут догнать микробов. В общем, вся сложная система трещит по швам. Если холод для вирусов и бактерий губителен, то, наверное, жара наоборот должна им помогать. Тогда почему все ждут лета, чтобы коронавирус закончился? Сейчас мы просто строим догадки. Вот посмотрите, что происходит, когда вы кашляете или чихаете. Это фонтан из соплей и слюней. Мерзко. Мерзко очень. Летом воздух более влажный, и эти капли смешиваются с влагой в воздухе. Они меньше разлетаются и быстрее оседают на улице, на асфальт. Но главное не это и не ультрафиолет. Сейчас коронавирус передается по цепочке, от одного к другому, как домино. А вот к лету большая часть людей переболеет, и они уже не смогут заболеть повторно. И так в масштабе страны, в масштабе целого мира. Это называется групповой иммунитет. Рано или поздно мы победим любую заразу. Как победили чуму, испанский грипп. Мы рано или поздно найдем ключ к любой отмычке. Иммунитет вычисляет вирусы, подбирает ключи к ним и отправляет молекулярных камикадзе на войну. Но самое крутое, что мозг здесь вообще не участвует. То есть совсем. Получается, случайный перебор белков в нашем теле автоматически нас защищает от всего на свете. По сути, иммунитет – это второй мозг. На вопрос, что такое иммунитет? Да, это второй мозг, который работает автономно и которого тоже нужно прокачивать. В «Войне миров» инопланетяне устроили настолько мощную атаку, что человечеству просто нечего было им противопоставить. Это были совершенные существа в совершенных боевых машинах, которые на 21 день неожиданно стали погибать. Их одолели обычные бактерии, с которыми мы уже живем 200 тысяч лет, и к которым у них просто не было иммунитета. А нам повезло. Мы можем жить в густом бульоне из вирусов и бактерий, и нам не нужен для этого скафандр, как Дэвиду Веттеру, ведь внутри нас есть еще один мозг, который работает автономно. К сожалению, мы не часто заботимся о нем, мы не часто о нем думаем.
И вот когда он ломается, мы только тогда о нем вспоминаем. Да. Без иммунитета мы также бы гнили заживо, как этот заплесневелый хлеб под натиском микробов. Да, у хлеба нет иммунитета. Подумайте об этом. И как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. Господи, наконец-то я снял этот тяжелый выпуск. Ой, ребята, вы не представляете, как это долго было. Наверное, часов 5 я здесь. Уже у меня глаза 2 раза покраснели, пока я с этим новым светом. Как, кстати, вам новый свет, зацените. Вот, нет теперь кругляшка в глазах, есть теперь буква Г. Если понравилось, ставьте лайк. Если понравился выпуск, обязательно ставьте лайк. Напишите в комментарии, что вы думаете насчет своего иммунитета. Какой он у вас там? Хороший, нехороший? Как вы о нем заботитесь? И если сделаете репост, чтобы узнали ваши друзья и были здоровые, близкие, родители, то я буду только рад. Спасибо огромное. ВКонтакте, Инстаграм, там я делаю, стараюсь. И до скорых встреч, я пойду спать. И еще, хвалит наш Телеграм. Пожалуйста, заходите, тоже подписывайтесь, будете рады, будете делиться с друзьями разными фактами